Байкало-Амурскую магистраль в прямом смысле строил весь СССР. Каждая республика Союза брала шефство над конкретной станцией и конкретным участком дороги. Так Армения возводила станцию «Звездная», Азербайджан строил «Улькан», Казахстан – «Чару». А вот БАМ снова строят сейчас. Спустя 50 лет магистраль модернизируют. Теперь же это называется в России «Восточный полигон». О дорогах будущего Анна Бажайкина. Берег Охотского моря. Поезд дает гудок на старт по очередному участку обновленной Байкало-Амурской магистрали. Здесь теперь два пути вместо одного. Самый дорогой и грандиозный проект Советского Союза в новой России вырос до версии БАМ 2.0. На языке строителей это сбойка второго Дусиалинского тоннеля в Хабаровском крае, то есть соединение двух встречных тоннелей протяженностью почти 2 километра. Чтобы пробить путь, взрывали 3 года, метр за метром. Потребовалось 200 тонн взрывчатки. БАМ новой версии – это новые пути, тоннели и мосты. В будущем он полностью сольется со своим старшим дореволюционным братом – Транссибом. Сейчас эту железнодорожную сеть называют «Восточный полигон железных дорог». О железной дороге от Байкала до Тихого океана в России еще в 19 веке мечтали. Но не было ни возможности, ни техники. Начали в 1930-е годы. В конце 40-х сдали первый участок от Тайшета до Усть-Кута. Все решилось в 60-е, когда между СССР и Китаем возникли разногласия. И старый добрый Транссиб стал уязвим. В случае какого-либо военного нападения невозможно никуда практически отойти. И БАМ становился такой резервной транспортной магистралью, которая, конечно, была очень хорошо защищена и горами, и просто расстоянием от потенциальной военной угрозы. 27 апреля 1974 года. Москва, Кремль. 17-й съезд комсомола. Это и есть день рождения БАМа. Я помню, получали мандаты направления на стройку БАМа. Прямо из этого зала, с Кремля. Комсомольцы в таких красивых формах, строители направлялись уже на БАМ. Прямо из этого зала прям выстраивались и их провожали. Дорога железная, как ниточка тянется. Первые сотни добровольцев в бескрайней тайге оказались уже через 2 недели. Казалось, что если ты попал на БАМ, значит, ты попал, то есть, на другую планету. Значит, ты что-то сделал в своей жизни. Это и правда было сродни покорению необитаемой планеты. Вечная мерзлота, ранее абсолютно непригодные для жизни территории. Главную роль играла авиация, малая авиация, то есть вертолеты. Заброска первых, значит, комсомольских отрядов на БАМ проводилась с помощью вертолетов, заброска продуктов, заброска оборудования, заброска строительных материалов. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Но на БАМе очень хорошо зарабатывают. На БАМе зарабатывали до 1000 рублей в месяц. Это были огромные деньги. Но все-таки основная часть добровольцев ехала за тем, что ни за какие деньги не купишь. За смыслом жизни и, конечно, за счастьем. Мы ехали 20 вагонов, проехали всю страну. На каждой станции нас встречали с цветами, хлебом, солью. Многие потом так и останутся жить на новых освоенных территориях. Типичный бамовец – молодой человек или девушка лет 25, с образованием, с профессией и перспективами. В активном поиске друзей и второй половины. Но я вам скажу такую маленькую деталь, когда вы говорите, было интерес молодежи. Рождаемость на БАМе была в 2,6 раза выше, чем в среднем по Союзу. О БАМе снимали фильмы, писали стихи, а осенью 1975 года в Тынду отправился первый агитпоезд, состоящий из 5 вагонов красного цвета. Кто там только не выступал. Легендарные советские артисты: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина и Муслим Магомаев. Ансамбли «Песняры», «Самоцветы», «Пламя». Выпало нам строить путь железный,
БАМ превратился в концертную площадку мирового уровня. Американский певец Дин Рид до такой степени влюбился в атмосферу стройки века и советских людей, что просил остаться жить в Советском Союзе. И песню написал, где главное слово без перевода, как есть. За время строительства БАМа здесь побывало более 2 миллионов человек. Строили все советские республики, каждая прокладывала свой участок дороги. А еще за каждой СССР закрепляли шефство по возведению станций, поэтому многие поселки получились в особом национальном стиле. На станции «Звездная» ее строила Армения, узнаваемые дома из знаменитого армянского розового туфа. Мастера из Дагестана кунерму украсили кавказскими орнаментами. В Вулкане отделка азербайджанским травертином и мозаикой. А в Новой Чаре вокзал в виде казахской юрты и балконы на многоэтажках. Строили на века. Здания способны выдержать землетрясение в 9 баллов. Так ведут за свободу бой. БАМ станет нашей с тобой судьбой. Все как в той песне и получилось. Более 4000 километров через сопки, тайгу и вечную мерзлоту. Магистраль пересекает 11 крупных рек и 7 горных хребтов. На всем протяжении БАМа построили 200 станций. Для их обслуживания основали 60 городов и поселков. Пришлось соорудить свыше 2000 мостов, пробить 10 тоннелей. Среди них и самый длинный в России – Северомуйский тоннель. 15 с лишним километров прорубили в гранитной толще. В 1979-м там случилась трагедия. Проходчики попали в Плывун – участок древнего русла реки Ангаракан. Вода взломала гранитную перемычку и вместе с песком хлынула в тоннель. Несколько проходчиков погибли на месте. Колоссальный приток воды, причем горячий до 70 градусов. Это такое ЧП, можно сказать. Мы вышли из положения, быстро запроектировали обход, сделали. Полную эксплуатацию тоннель удалось запустить в 2003-м. Осталось буквально протянуть руку. 29 сентября 1984 года то невозможное стало возможным. На разъезде Балбухта в Забайкалье бригады встретились. С запада шли комсомольцы-ударники, с другой стороны помогали военные. Восточным участком БАМа занималось Главное управление железнодорожных войск. Пройдя вместе почти 4500 километров, они соединили две части БАМа в единое золотое звено. Они прожили здесь трудную, суровую жизнь. Они достигли того, о чем мечтали. Эти кадры, где суровые первопроходчики рыдают, как дети, потом не раз весь мир облетят. Праздновали победу по-особенному. В каску вливали бутылку шампанского и бутылку водки и пускали по кругу. Коктейль от бамовцев потом получил название «Северное сияние». В 2024 году мы должны построить по километражу столько же, сколько было построено с 1974 по 1984 год. До конца года уложат почти 1500 километров новых путей. По железной дороге можно будет везти не только больше, но и быстрее. Например, путь из портов Дальнего Востока до западных границ России займет всего неделю против нынешних 11 суток.